Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и гости моего канала. В данном видеоуроке мы с вами будем вязать вот такие вот милые подставочки под горячие в технике тунисский интерлок. Это когда вяжется из угла в угол. То есть у меня это будут подставочки под горячие. Вязать можно из остатков шнура. Но в такой технике можно вязать и наволочки для подушек, и плед. Получается очень красиво и оригинально. Итак, начинаем вязание. Так, вязать я буду из шнурочка Карамель Бэби 2 миллиметра. Заказать такой шнур со скидкой 10% можно по моему промокоду на сайте пряжа Центр РФ. Ссылку оставлю в описании под данным роликом. Так, делаем узелок и набираем 7 воздушных петель. Так, крючок я буду использовать номер 3. Набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еще раз повторюсь, что вяжем мы в технике тунисский интерлок из угла в угол. Но так как у нас вот эти квадратики небольшие, тунисский крючок нам не обязателен. Так, смотрите, что делаем. Первую петельку пропускаем и провязываем вот такие вот петли. Всего на крючке их должно получиться 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, теперь сняли сначала одну петельку, потом по 2. Вот таким образом провязали первый ряд. Далее вот эту петлю мы не трогаем, а начинаем сразу отсюда. И вот так вот вывязываем снова наши петли. Это у нас уже пойдет второй ряд. Опять же, чтобы на крючке у нас получилось 7 петелек. Но последнюю, смотрите, мы ее берем не просто так одну петельку, а вот за обе дужки. Это именно последняя петля так провязывается. Снова 7 петель на крючке. Опять сначала первую провязали, потом все остальные провязываем по 2. Когда мы провязали 5 рядов, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, просчитать можно подушкам. Последний ряд мы закрываем просто соединительной петелькой. Вот таким вот образом провязывая. То есть получается мы связали вот такой вот квадратик. За обе дужки последнюю петельку протянули, сделали еще одну воздушную петлю и обрезали нашу нить. Вот получился вот такой вот квадратик. Итак, теперь берем другой цвет. Делаем петельку. Так, смотрите. Вот это у нас было начало нашего вязания. И вот сюда, так, смотрите, куда я вставляю крючок. Это наши воздушные петли, когда мы набирали 7 воздушных петелек. Вот в последнюю воздушную петлю. Чтобы далее у меня шло как цельное полотно. Вот эту петельку сюда протягиваю и набираю 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не 7, как мы набирали для вязания вот этого квадратика, а 6. Первую пропускаем. И далее таким же образом мы набираем снова петли на крючок.
Так, смотрите, раз, два, 6 петелек, а седьмую мы вот таким вот образом набираем, да, и уже когда мы провязываем последующие ряды, мы не так, как мы вот в этом квадратике сначала провязывали одну петельку, а потом по 2. Здесь мы провязываем сразу все по 2 петли. Так, переходим на следующий ряд. Вяжем вот за эти дужки. 6 петелек на крючке. И седьмую идем в следующий ряд под обе дужки. Протянули 7 петель на крючке. И снова по 2. Провязываем все время по 2. Вот таким образом двигаемся и создаем второй квадратик. Итак, смотрите, провязав 5 рядов, 1, 2, 3, 4, 5, считаем по этим дужкам, делаем ряд соединительными петлями, чтобы перейти на вот этот уже вертикальный уровень. Вот как здесь мы вязали. Видите, мы сначала провязали квадратик, а потом другим цветом провязывается вот здесь квадратик и над нашим первым. То есть все вяжется по диагонали. Следующий ряд мы снова будем вязать новым цветом уже 3 квадратика и так далее. Так как у нас это маленькие подставочки, то мы потом идем на... Опять у нас будет 2 и 1. Если бы это был большой плед, можно было не только 2 цветами, можно вводить 3-4 цвета. То есть следующие ряды там идет новый цвет и все больше и больше квадратиков. То есть вы понимаете, в зависимости от размера. Так, то есть вот этот ряд мы идем соединительными петельками. Как бы закрываем вот этот квадратик. Провязали здесь и вводим под косичку на нашем коричневом квадратике. Так, а теперь вот этот второй светлый квадратик, который мы вяжем по диагонали, мы будем вязать вот за эти дужки. То есть все, что растет вверх, не сбоку прибавляется, а именно вверх, мы вяжем вот за эти дужки. То есть мы набираем опять же петельки за эти дужки. И последнюю мы набираем за обе дужки. Хвостики потом спрячем. Смотрите, 1, 2, 4, 5, 6, 7. 7 петелек на крючке. И каждый крайний ряд, вот, каждый рядочек, который у нас будет идти по краю, не внутри, а по краю, мы самый первый провязываем один. Мы самый первый, этот вот наш столбик, провязываем один. И далее все по 2. Все, таким образом вяжем, как и в этих наших квадратиках, 5 рядов. Итак, провязав 5 рядов, 1, 2, 3, 4, 5, делаем последний наш рядок соединительными петлями и обрываем наш шнур. Еще одну воздушную петельку. Все, шнур обрезали. И вот эти хвостики пока можно спрятать. 1, 2, 3. Прячем эти хвостики. Итак, возвращаемся снова к цвету корица. Если у вас подставочка будет из 3 цветов, то вот этот вот диагональный ряд, третий, можно сделать еще каким-нибудь другим цветом. Я буду делать из 2 цветов. Так, делаю петельку.
И снова, как я и говорила, я ввожу в последнюю воздушную петельку вот таким вот образом. То есть у меня ряды как бы продолжаются, потому что я при вязании своих подставочек буду делать еще отделочную строчку соединительными петлями. То есть, чтобы мне было удобно, можно сразу вводить вот под эти обе дужки. Я ввожу сюда крючок и снова провязываю 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Начиная со второй, снова вытягиваем наши петельки. Шесть. А седьмую провязываем за вот этот вот наш первый ряд. 7 петелек на крючке и по 2. Провязываем по 2. Так, по одной, я уже говорила, мы провязываем вот эти вот только крайние ряды. Так, таким образом двигаемся вперед. Вяжем снова наш квадратик. Здесь у нас уже по диагонали будет 3 квадратика. Так, идем второй ряд. Вот сюда, да, 7 петелек на крючке и по 2 провязываем. И так двигаемся вперед, пока у нас не появится 5 рядов. И покажу, как перейти на следующий квадратик. Так, закрываем первый квадратик нашего третьего ряда и переходим ко второму. Опять же, мы провязали 5 рядов, считаем по дужкам, соединительными петельками. Закрываем этот квадратик. Так, и делаем столбик без накида, как бы сюда зацепились, да, и начинаем вязать наш второй квадратик третьего ряда. Так, не забываем, что последнюю петельку мы захватываем вот за эти вот обе петли. Все, 7 петелек на крючке, опять же провязываем по 2. Вот таким образом мы вяжем второй наш квадратик, да, а третий вы уже знаете, как вязать. Все по такому же принципу. То есть, когда провяжем до конца второй квадрат, переходим на вот эту вот петельку и провязываем наш третий квадратик. Только понятно, что вот эти все наши квадратики, которые идут крайние, мы провязывать сначала будем одну петельку, а потом по 2. Все, идем, захватываем на следующем ряду обе дужки и по 2 вот так вот провязываем. Вяжем второй квадратик, да, а третий вы уже сами свяжете. Провязали третий ряд. Вот у нас 3 квадратика. Теперь у нас пойдет четвертый ряд опять светлым шнурочком. Вяжем всего лишь 2 квадратика, то есть идем на убыль, так как у нас это просто подставочки, это небольшое такое полотно. Но если вы вяжете плед, то, конечно же, с последующим рядочком количество вот этих квадратиков, оно у вас увеличивается. Опять же говорю, сочетать можно не только 2 цвета, но и большее количество цветов. И получится довольно-таки оригинальный плед, наволочка для подушки. Но мы же просто из остатков вяжем вот такие оригинальные подставочки. Так, делаем петельку. Так, и так как нам 2 квадратика, то есть мы не расширяемся. Если бы мы расширялись, мы бы в четвертом ряду вязали 5 квадратиков. А мы вяжем всего лишь 2 квадратика. То есть мы начинаем вязание вот отсюда. И продеваем нашу петельку. И опять же, когда мы вяжем в высоту, а не в ширину, да, мы все время провязываем наши ряды вот за эти дужки.
То есть это надо запомнить, что если мы вяжем высоту, мы только за дужки провязываем все наши квадратики. И вот так вот под обе дужки следующего квадратика. Считаем 4, 5, 6, 7 петелек и по 2 провязываем наш ряд. Все, как вязать далее, вы опять же знаете. Все нюансы я вам показала. Вяжем в этом ряду 2 квадратика, да? Все, останется нам провязать только 5-й ряд. Вот. То есть вы самостоятельно сейчас провяжете 2 квадратика. Видите, у меня здесь квадратики различаются. Я специально так сделала, чтобы у меня подставки были разные. То есть здесь начинала со светлого квадратика, здесь с темного квадратика. Довольно-таки оригинально будет смотреться. То есть самостоятельно сейчас провязываем вот этот 4-й ряд, да, 2 квадратика. Вот этот и этот. И остается нам 5-й ряд провязать 1 квадратик. Как его вязать, вы уже знаете. Все нюансы я рассказала. Итак, довязываем наш последний квадратик. Смотрите, делаем соединительную строчку, но шнур мы не обрываем, потому что я вот этим цветом буду весь квадратик, всю свою подставочку обвязывать. Так, сделали. Все, и идем, прокладываем соединительную строчку по всему периметру, по всему нашему квадратику, по всей нашей салфетке. Просто соединительную строчку. Вот так вот обвязываем весь наш квадратик. Здесь у меня последний ряд, мой квадратик был светлого цвета. Видите, обвязку я сделала по всему своему квадратику, по всей подставочке светлым цветом. Здесь же у меня последний квадратик коричневый, обвязка по всему будет коричневым цветом. Все, делаем обвязку. Через марлю я потом еще их разгладила, чтобы они были вот такой вот идеальной формы. И все, и ваши подставочки будут готовы. Так, смотрите, вот отсюда я начинала свою обвязку. Вот, это была первая петелька. Хвостик я уже обрезала, да, вот так вот вытягиваю и формируем искусственную петельку, чтобы не было видно никаких переходов. Вот таким вот образом. Все, хвостики прячем, обрезаем, разглаживаем наши салфетки.